Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Михаил, я приветствую вас на своем канале. У меня сегодня очередное небольшое и очень простое видео, как я решил сделать футбольные ворота из полипропиленовых труб. Не удивляйтесь, что у меня за спиной уже ворота деревянные крашеные стоят. Дело в том, что на дворе май, пацаны во дворе опять начали гонять в футбол. А сейчас придет лето, июнь месяц, они это делать будут практически круглосуточно. Вот я решил сделать парочку из старых деревянных поддонов. Размеры у них 1,80 м на 1,20 м и заглубление 1 метр. Все это не просто так. Дело в том, что я через один из маркетплейсов заказал сетку для футбольных ворот. Она именно этих размеров. Под проем 1,80 м на 1,20 м и закрывает бока на 1 метр. Однако случилось непредвиденное. Сосед начал менять летний водопровод. У него были полипропиленовые трубы диаметром 35, и он сейчас меняет их на трубы ПНД. Там все очень просто, потому что полипропиленовые они светлые, и внутри вода зацветает и забивает все отверстия для полива, а вот черные трубы полиэтилен низкого давления этого не делают. Естественно, он потащил на помойку целую кучу практически новых труб. Вот тут-то и возникла мысль, а не сделать ли из них второй комплект. Я тут же напластал обрезков. Максимальная длина 1,80 м, остальные покороче. Они, конечно, есть всякие такие не очень чистые, темноватые, а самое главное кривоватые. Ну вот еще целая куча стоит. Сейчас попробуем изготовить из этого. Главное правильно прочувствовать конструкцию, какой фитинг куда идет, чтобы это было недорого, но достаточно крепко и жестко. Сгонял, купил фитинги, углы. Это сходы, где у меня будет стойка или так ли вверху. Не помню. Я еще буду разбираться, что и как делал. Это уклон под 45 градусов, задняя стенка. Тут у меня на двое ворот. Общая цена 250 рублей. Плюс 2 сетки по 250, это вот 1250. Вполне нормальная цена за двое ворот. Правда, если труба бесплатная. Заодно научусь паять, варить. Это я делать не умею. Начнем с труб. Трубы оказались не совсем жесткие. В общем-то, слабовато для ворот. И кривоватые. Попытался нагреть, чтобы кривизну исправить. Не получилось. Получается, но не так, чтобы хорошо. И решил добавить жесткости за счет того, что вставлю туда поплотнее деревяшку. 25 на 25 бруска у меня нет, зато есть вот такие куски есть подлиннее. Старой вагонки, правда она 20-ка. Сейчас поставлю по 25 с него радиуса, и чтобы плотненько туда вошла. И я думаю, сразу жесткость появится. Получились такие продолговатые брусочки с радиусами по углам. Напластал целую гору. Сейчас попробую вставить в отверстие трубы. Так. Туго. Зайдет до конца, не зайдет. О, из нее даже посыпалась труха какая-то. Вообще отлично. Ух. Жесткости достаточно и практически прямая. Ну что, эксперимент прошел удачно. Вот труба с деревом. Вот простая труба. Но не все трубы будут под дерево. Самый нижний контур я забью песком. А может быть даже еще чуть-чуть цементика добавлю.
потому что ворота должны быть устойчивы и нижний контур должен быть тяжелый, чтобы, не дай бог, они не опрокинулись. Ворота, конечно, будут весом, ну, килограмм 10, и высота небольшая. В общем-то, никого, дай бог, не прибьет, но шишек наставить может. Поэтому снизу мы набиваем туда песок. Напластал я трубок. Высота ворот вот это 1,20 м. По горизонтали назад 1 метр. Здесь, соответственно, торчат. Впаиваться будут поперечные. Здесь. Никогда не варил. Что у меня получится, ничего не знаю. Сейчас попробую. Спаял первые 2 детали. Да, действительно, трубы в фитингах, когда они расплавлены, очень сильно шатают. Нужно смотреть, что было все параллельно, перпендикулярно. Детали зеркальные. Правая, левая. 2 часа провозился. Получилось 2 боковины. Они зеркальные. Тут, соответственно, все с обратной стороны. Тут в мою сторону. Система получилась очень интересная. Низкий центр тяжести. Внизу песок набит, а вверху дерево. И получается ее опрокинуть. Это надо сильно постараться. Вторые ворота уже почти готовы, а первые тоже почти готовы. Дело в том, что у меня не было по 1,80 м длинных труб, и пришлось 2 трубы сделать покороче, а у меня нет соединителей, фитингов соединителей. Вот. Работа у меня встала. Тут залез в интернет, прочитал про эти сетки футбольные из Китая, и оказалось, они такие маломерки, что под тот размер, который они заявлены, ширина 1,80 м, высота 1,20 м, и 2 крыла под закрытие боковых поверхностей до 1 метра, они не подходят. Естественно, я тут же остановился. Сетки где-то на подходе. Вначале получу, а потом буду, может быть, даже и переделывать и ремонтировать. Наконец-то из Китая пришла сетка. Напоминаю, ширина должна быть 1,80 м, высота 1,20 м, с 2 сторон еще по метру треугольнички, даже чертежик был, чтобы закрыть боковые поверхности. Я тянул как мог, но вот эту сторону я притянул, чтобы чисто вот, ну, держалась, иначе слишком длинные веревки накрутить. Это что? Попытался сделать сетку из 2. Вот здесь 2 сетки, 2. Ну как мог. Натянул между собой. Но все равно даже из 2 сеток 1,20 м на 1,80 м не получается полностью закрыть ворота. Начал плести леску. Накосячил. Вроде посчитал длину, добавил сантиметров 20. Оказывается, что узлы берут на себе очень много длины, и вместо общей длины я смог сетку навязать только там. Пришлось здесь соединять. И 5-миллиметрового шнура это перебор. 3, край 4. Вначале размечал. Сейчас делаю на глаз. В общем-то, вещь дворовая. Совсем нет необходимости прямо-таки идеально выдерживать квадрат. У меня было 100 метров. Шнура 100 метров. Диаметром 4, немножко диаметром 5. И не хватило. Ну, на часть хватило. Например, на 4 полосы метров 15. Не хватило. Никак не думал, что такое количество уйдет. Вот так это выглядит на прицепе. Решил везти в город и так. Просверлил все нужные отверстия. Прямо во дворе сделаю. На дворе начало ноября. Выпадал уже снег. Сейчас подстаял. Ну, завтра уже опять будет снег. Ворота я делал в мае месяце. Прошел целый футбольный сезон. Каждое утро их вытаскивали посеред двора. И шла игра. Пластик выдержал, на удивление. Просто выдержал, что бы с ними не делали. А вот сетки, да.
Сеткой, конечно, много раз рвались. Их латали, чтобы мячики не пролетали мимо. И игра шла снова. Ребята попросили меня оставить эти ворота на зиму. Сказали, мы зимой тоже будем играть. Ну, посмотрим. А то я уже собирался убрать их куда-нибудь в стороночку, чтобы снегом не завалило. Поэтому эта самоделка и имеет право быть. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Единственное, что бы я сделал не так, вот это перенес бы чуть-чуть поглубже. Здесь бы был бы угол, а там тройник буквой Т. Но хотя, по большому счету, эта поперечина ни разу никому не мешала. Всем пока!